Когда Анна Сергеевна впервые появилась на местном рынке и предложила продавцу деньги за ржавые настенные часы, никто не обратил на это особого внимания. Но через неделю она вернулась и купила сразу 7. Еще через несколько дней забрала старые карманные часы у пенсионера из соседней деревни, потом выкупила разбитые часы из заброшенного дома, а затем начала ездить по всему району, разыскивая вещи, которые другие давно считали бесполезным хламом. Вскоре люди заметили закономерность. Анна не интересовалась красивыми или дорогими моделями. Ей были нужны самые старые, тяжелые и часто неисправные часы. Она могла отказаться от почти новых часов, но отдать в 3 раза больше денег за покрытый ржавчиной механизм, который едва держался в деревянном корпусе. Соседи начали перешептываться. После смерти мужа совсем странной стала, говорила продавщица из магазина. «Наверное, собирает их для какой-нибудь коллекции», предполагал сосед Виктор. Но Анна никогда не объясняла, зачем ей эти часы. Она складывала их в сарае, запирала дверь и часами могла сидеть внутри одна. Иногда из дома слышался стук молотка, звон металла и короткое жужжание маленького станка. Однажды Виктор не выдержал и спросил ее прямо: «Анна, зачем вам столько хлама? Вы же понимаете, что половина из этого даже не работает». Женщина спокойно ответила: «Мне как раз нужны те, которые не работают». Виктор рассмеялся, решив, что это была шутка, но Анна говорила совершенно серьезно. Ее муж, Сергей, умер 8 месяцев назад. Для всех это была внезапная трагедия. Он был часовым мастером и почти 40 лет ремонтировал механизмы в небольшой мастерской на окраине города. После его смерти мастерская закрылась, инструменты остались лежать на своих местах, а вывеску Анна так и не сняла. Многие считали, что женщина просто не может отпустить прошлое. Но причина была совсем другой. За 3 дня до смерти Сергей принес домой старые карманные часы. Они были сильно повреждены, стрелки остановились на 3:17, а на задней крышке виднелась едва заметная царапина в форме треугольника. Сергей несколько часов рассматривал их под лампой, потом спрятал в металлический ящик. Анна спросила, что он нашел. Муж ответил: «Если со мной что-нибудь случится, не выбрасывай эти часы, ищи такие же». Она тогда не поняла его слов. А через 3 дня Сергея не стало. Первые месяцы Анна старалась жить как прежде, но однажды открыла его мастерскую и нашла под старым верстаком записную книжку. В ней Сергей записывал номера часов, которые когда-то ремонтировал. Рядом с некоторыми номерами стояли даты и короткие отметки. Почти везде было написано одно и то же: «Проверено». Но на последних страницах находились десятки номеров, напротив которых Сергей поставил треугольник. Анна вспомнила царапину на тех самых карманных часах. С этого дня она начала поиски. Она не знала, что именно ищет, но была уверена — муж оставил ей след. Чем больше часов попадало в ее руки, тем страннее становилась картина. Внутри некоторых механизмов действительно не было ничего необычного. Но иногда Анна находила крошечные бумажные полоски, спрятанные между металлическими деталями. На них были цифры. В других часах встречались маленькие точки, нанесенные краской. Однажды она обнаружила под циферблатом фотографию, сложенную в четверо. На снимке стояли 5 мужчин возле старого кирпичного здания, а на обороте было написано: «Не доверяй тому, кто придет первым». Анна испугалась и впервые решила прекратить поиски. Но вечером в мастерскую постучал незнакомый мужчина. Он представился бывшим клиентом Сергея и спросил, не остались ли у нее старые карманные часы. Анна ответила, что нет. Мужчина улыбнулся и ушел. После этого женщина поняла, что ее поиски заметили. На следующий день она рассказала обо всем Виктору.
Тот сначала отмахнулся, но когда увидел фотографию, перестал улыбаться. Он узнал здание. Это был старый железнодорожный склад, закрытый почти 20 лет назад. Виктор работал там в молодости и вспомнил, что рядом находился подземный архив. Однако попасть туда было невозможно. Вход давно заложили кирпичом. Анна решила проверить это место. Вместе с Виктором они нашли склад и обнаружили на стене тот самый треугольник, который Сергей оставлял на крышках часов. За кирпичной кладкой оказался небольшой металлический люк. Внутри лежали старые коробки, документы и десятки часов. Все они были остановлены на одном времени — 3:17. Анна поняла, что муж не собирал часы ради коллекции. Он использовал их как тайники. Но самое страшное открытие ждало ее в последней коробке. Там лежал журнал Сергея. В нем он описывал, как много лет назад обнаружил, что через старую мастерскую проходила схема передачи денег между несколькими людьми, связанными с продажей наркотиков. Документы прятали в часах, потому что никто не воспринимал старые механизмы как надежные тайники. Сергей случайно нашел один из них и начал собирать доказательства. Он не успел закончить. Последняя запись была сделана за день до его смерти. «Если меня не станет, значит, они поняли, что я знаю. Анна будет искать часы, но главное спрятано не в них». Женщина перечитала эту строчку несколько раз. Если главное было не в часах, то где? Она вернулась домой и начала вспоминать последние недели жизни мужа. Сергей часто сидел у окна и смотрел на старые часы в мастерской, но один предмет почти никогда не трогал. Это были большие напольные часы, которые принадлежали его отцу. Анна вскрыла корпус и ничего не обнаружила. Тогда она заметила, что маятник двигался слишком тяжело. Сняв его, женщина увидела внутри полой металлической детали небольшой ключ. Ключ подошел к сейфу, который Сергей много лет держал за шкафом. Внутри лежали не деньги и не документы, а флешка и письмо. В письме Сергей объяснял, что сохранил копии всех доказательств и передал оригиналы человеку, которому доверял. Но он не назвал его имени. Вместо этого написал: «Ты узнаешь его, когда увидишь часы без стрелок». Старик долго не хотел продавать часы, но когда Анна назвала имя Сергея, молча достал из шкафа маленький корпус без стрелок. Внутри лежала записка с адресом и словами: «Передай это тем, кто сможет закончить начатое». Анна отнесла материалы следователям. Через несколько месяцев расследование подтвердило: Сергей действительно собирал доказательства против людей, годами участвовавших в распространении наркотиков. Но главным открытием стало другое. Все часы были не просто тайниками. Каждый механизм вел Анну к следующему, а весь путь Сергей заранее продумал именно для нее. В его последней записи она обнаружила фразу: «Если ты дошла до конца, значит, я был прав. Ты сильнее, чем я думал». Анна впервые за много месяцев заплакала не от боли, а от облегчения. И только тогда соседи поняли: все это время она искала не часы. Она искала последнюю тайну человека, которого потеряла. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.